Всем привет! Сразу не выключайте это видео из-за того, что оно плохого качества. Именно внешний вид видео, которое вы сейчас смотрите, мы попытаемся сегодня улучшить. Мы ведем фотоблог колдунов.com. Он посвящен тому, как с помощью технических и творческих способов можно улучшить качество своих фотоснимков. А теперь мы еще решили записывать видеоролики. Если честно, видеоролики мы пока записывать не особо умеем, но постепенно будем стараться улучшать качество того, что мы делаем, и в первую очередь где-то делать так, чтобы нам самим нравилось, но еще чтобы нравилось вам. Так что, если идея понравилась, то подписывайтесь и следите за нашими видеороликами. Я пойду сейчас за камеру и будем настраивать. В первую очередь мы попытаемся избавиться от фона. От того, чтобы он не отвлекал внимание зрителя, нам можно сделать глубину резкости поменьше. Мы снимаем на фотоаппарат Canon EOS 6D, на нем стоит объектив 24 мм, и там можно открыть диафрагму до 1,4. Обычно видеоблогеры стараются избавиться от фона очень простым способом, сделать его нейтральным, снимать либо на фоне белой стены, либо на фоне чего-то такого однотонного. Но нам это не очень нравится, потому что как-то неуютно и не по-домашнему. Вот у нас здесь такая домашняя атмосфера, мы хотим ее оставить, но при этом минимизировать влияние этого фона на картинку. Как мы уже сказали, диафрагму мы можем открыть до 1,4, сейчас у нас стоит 8. Давайте попробуем открыть. Ну, пока мы сейчас открываем диафрагму, я немножко такое маленькое отвлечение сделаю. Есть сложности. Когда мы сделаем маленькую глубину резкости, я могу вылезать из зоны фокуса. Но это происходит тогда, когда я начинаю вертеть башкой вперед-назад. И чтобы этого не происходило, я постараюсь сидеть на одном месте, и тогда будет все в порядке. Есть еще одна проблема – это освещение. Освещение сейчас в виде люстры, которая светит прямо сверху. Посмотрите на глаза. От бровей отбрасываются тени, которые полностью закрывают глаза, и при этом еще дополнительно создают тень от носа, которая уходит на верхнюю губу. Это не очень приятное освещение, давайте от него избавимся. Как обычно избавляются от него люди, которые записывают видео? Самым простым способом, как считается, это взять два источника света с одной и с другой стороны и равномерно заполнить всю картинку. Ну, давайте попробуем это сделать. Выключим люстру. И включаем один источник света. Многим не нравится такое освещение, потому что считается, что это неравномерно, особенно когда человек начинает вращать головой, очень сложно ловить тени, поэтому пытаются заполнить еще дополнительным источником света. Получается вот такая картинка. Картинка вроде как с первого взгляда кажется равномерной, но на самом деле ничего равномерного здесь нету. Здесь просто получаются двойные тени с одной стороны и с другой стороны. Очень хорошо они видны именно вот в этой зоне тени, отбрасываемые носом. Особенно хорошо видно, вот когда вот так пытаемся их заслонить. Все это непригодно, конечно, с нашей точки зрения для видеосъемки, поэтому мы такой свет использовать не будем. В принципе, нам нравилось, как выглядит один источник света, но не у каждого есть дополнительное осветительное оборудование, которое мы, например, используем, хотя оно не очень дорогое, Raylab. В принципе, его достаточно, но оно не у всех есть. Давайте используем то, что есть у многих дома. Вот такая настольная лампа. Очень будет кстати. Поставим ее сюда. Да, она немножко будет попадать в кадр, но ничего страшного. Теперь она дает свет на лицо, но не очень хорошо освещает фон. Давайте попробуем это исправить. Для этого мы будем использовать обычный торшер. Посмотрите, сейчас мы будем подсвечивать фон и при этом дополнительно еще создадим блик на лице. Я выключу основной свет, чтобы это было лучше видно. Этот блик моделирующего света будет создавать объем не только на фоне, но еще и на основном ведущем. С рисующим светом, с основным светом лампы, это будет выглядеть достаточно эффектно и может быть использовано как для видеосъемки, так и для фотосъемки.
Вот такой интересный свет у нас сегодня получился. Мы надеемся, что вам понравится этот ролик. И если он вам понравится, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Всем пока.